Node.js или Dart? Дарт. Dart или 8-часовой сон? Дарт. Dart или мама? Мама. Как часто в продакшн-разработке тебе приходилось использовать виджет Flutter Logo? Примерно ни разу вообще, никогда. Все же мы используем каждый день виджет Flutter Logo. Flutter разработчики. Можно не смотреть Google I.O., можно потом просто посмотреть WTF шоу. Если вышел новый Flutter, по-любому мы будем обозревать основные фичи того, что там есть, объяснять это простым языком. Спасибо за рекламу. Всем привет! Меня зовут Влад, я работаю в компании What the Flutter, и сегодня у нас 3-й выпуск WTF интервью. По многочисленным просьбам в комментариях мы наконец пригласили junior Flutter разработчика, чтобы прособесить его в прямом эфире и проверить уровень знаний. Сегодня условия будут приближены максимально к боевым, то есть будем собесить джуна на позицию в нашей компании. Надеюсь, будет интересно. Погнали! Привет, Свят! Меня зовут Влад, я работаю HR-директором в компании What the Flutter. Сегодня буду тебя собесить на должность в нашей компании. Давай, наверное, начнем с того, что, если ты не против, перейдем на «ты», потому что наша корпоративная культура этому располагает. Ты не против? Нет, конечно, не против. Окей, отлично. Тогда начнем с небольшого знакомства. Что я хочу о тебе узнать? Хочу узнать немножко о твоем опыте. Как ты вообще докатился до такого, что разрабатываешь сейчас на Flutter? Расскажи немного про свой путь, про свой бэкграунд. Это интересно послушать. Сейчас я студент в техническом вузе Минска. Вот. Раньше я изучал так усиленно Java, другие языки программирования. Мне в целом очень интересна IT-сфера, программирование прям вот в первичном понимании этого слова. Но столкнулся с некоторыми проблемами, то, что мне там не нравилось Java касательно некоторых моментов. И мне приятель посоветовал пробовать Flutter, потому что это достаточно молодой язык, в котором есть все, что необходимо для уверенного программирования, быстрого, удобного. Впоследствии я почитал про Flutter, мне очень понравилось, и мне удалось попасть в лабу в компании What the Flutter. И в итоге все очень здорово, мне предложили оффер, и сейчас работаю разработчиком в компании. Вот так вот. Окей, хорошо. Интересно узнать, почему, ты уже вкратце рассказал, но давай более глубоко, почему ты именно Flutter выбрал? Ведь куча как бы других тоже возможностей, и другие компании тоже предоставляют. Почему Flutter? Чем тебе это понравилось? Почему вообще Mobile, Flutter в целом? Учусь я вообще на веб-разработчика, но столкнувшись с веб-разработкой, скажем так, на Java, на JavaScript, могу сказать, что это достаточно громоздкие языки, и мне в целом некоторые подходы не нравятся, то есть не очень удобно. Во Flutter, что мне очень понравилось, изначально отторгло, но в дальнейшем вызвало очень большую приязнь, это декларативный стиль, это очень прикольно и необычно, вот, мне это очень понравилось. Также Flutter, как я уже упоминал, очень молодой язык, имеется большое количество очень свежих фич, которые мы можем использовать, обходить тем самым написание гор тонн однотипного ненужного кода, вот, и, в принципе, это одна из тех вещей, которые мне очень привлекло, вот. Ну и плюс убрали ненужные вещи, по моему личному мнению. Не то чтобы ненужные, скорее неудобные, как есть в многих других языках, вот. Окей, а вот скажи, ты сказал, что учишься на веб-разработчика, тебе бэкграунд универский-то по итогу как-то помогает в работе, вообще помог изучить Flutter, помог пройти там стажировку, устроиться на работу или нет, или вообще все, что было в универе, оно как бы бесполезно? Конечно, помог. Программирование на любом языке, оно имеет схожие какие-то очертания. Вот. Если даже рассматривать ту же Java, в которой я достаточно хорошо разбираюсь, перейти с Java на Dart было очень просто, потому что большое количество очень-очень-очень похожих вещей, и там отличается только некоторыми нюансами. Вот, поэтому, да, помог несомненно, и те знания, которые мне пригодились, точнее, которые мне давал университет, мне пригодились при обучении в лабе. Сейчас как бы я ими руководствуюсь при работе.
Прикольно, это была минутка рекламы универов. Ну, твоего универа и в целом универов. Окей, хорошо, спасибо. Давай пойдем дальше. Что мне еще интересно узнать о тебе? Вот ты работаешь в компании, уже работаешь разработчиком. Какие у тебя вообще задачи? Чем ты занимаешься? Что ты выполняешь? Там, просто ли пьешь кофе или еще что-то делаешь из интересного? Расскажи про свои задачи, про свой день, какая у тебя сейчас ответственность вот в этом плане. Ну, пить кофе- это само собой, куда ж без этого, как говорится. Про мой рабочий день, ну, я просыпаюсь, пью кофе, в дальнейшем идет общение с командой, то есть созвон, какой-то митинг, где мы говорим о том, что мы сделали, что нужно делать, допустим, в этот день. То есть я получаю свои задачи или говорю о том, что я прошлую задачу не доделал и буду ее доделывать сейчас. Впоследствии я занимаюсь этой задачей. Ну, все как бы достаточно логично. А, Мой как бы круг задач входят такие задачи, как, ну, фикс багов, конечно, куда же без этого, написание каких-либо мелких фич, верстка, само собой, разработка экранчиков. Вот. Конечно, архитектуры я не касаюсь, потому что это достаточно, ну, пока что тяжеловато, но вот такими вещами я как бы занимаюсь, как написание экранчиков, например. То есть у тебя есть задачи из разряда там полностью сделать экран, полностью его там подвязать к API-шке, например, и так далее. То есть это не какие-то отдельные виджеты, а прям полноценный экран. Вот тут примерно такой у тебя уровень ответственности. Правильно я Да-да, понял? все верно. Окей, понял. И еще интересно, ты уже начал немножко рассказывать про процесс, про созвоны, то, как это работает. Можешь подробнее рассказать про весь процесс, в котором ты участвуешь? Вот мне интересно с того, как задача поступила, наверное, там клиент поставил задачу перед компанией, до момента, пока вы эту задачу сдали полностью, целиком. Какой путь она проходит и какую роль в этом пути ты играешь? Вот так спрошу. Да, конечно. Касательно многих моментов мелких, я их не знаю в силу того, что еще пока опыта маловато. Но в целом, если говорить в общем, то изначально происходит непрерывное общение с заказчиком более высоких уровней разработчиков в компании, в команде. И они получают задачу и в дальнейшем распределяют ее на всю команду. Таким образом, я, как я уже упомянул ранее, на созвоне получаю эту задачу и начинаю над ней трудиться. Начинаю все с того, что нужно посмотреть, как это делать, подумать над тем, как это можно все декомпозировать, ну, и подобные, скажем так, мозговые штурмы, и в дальнейшем начинать что-то реализовывать. Да, там бывают ошибочки, но тут уже как и везде. Вот, в дальнейшем я заканчиваю свою задачу и отправляю pull request. Мой код попадает на ревью, и как бы я получаю какой-то там фидбэк или ревью. То есть вот тут ошибка, тут переделай. И, ну, я переделываю, само собой, если нужно. И в дальнейшем, когда мой код уже можно заливать в общую ветку, этот код заливается. Ну, тоже логично. И попадает потом уже в итоговый продукт, который в дальнейшем, ну, часть продукта, скажем так, отдельную структурную единицу, которая билдается, и мы видим то, что мы сделали за какую-то часть времени. Вот таким вот образом как бы происходит процесс разработки. А ты вот сказал прикольную штуку, то что ну, попадает задача на ревью, и потом она иногда разворачивается от ревью. Интересно, у тебя все задачи разворачиваются, или есть задачи, которые там с первого раза проходят в ревью, и идут дальше в тестирование и в мердж с основной веткой, там, с мастером? Ну, пока что все задачи, я уверен, проходят, типа, именно ревью разворачиваются, потому что, ну, мало ли что мог накосячить, то есть такое тоже было. Окей, понятно, хорошо, спасибо. Наверное, по знакомству все, что хотел из базы, я узнал. Давай перейдем к техническому интервью. Техническое интервью у нас сегодня состоит из 3 частей. Это небольшое такое вступление по компьютер-сайенс, в целом посмотреть базу. Вообще в предыдущих ВТФ интервью мы про это не спрашивали, но там были более опытные разработчики, а мы проверим, собственно, твой бэкграунд, потому что бэкграунд важен. И потом будет 2 стандартных модуля, это Dart и Flutter. Узнаем, насколько ты знаешь Dart, и узнаем, насколько ты знаешь Flutter. В принципе, можем начинать. Давай начнем. Первый мой вопрос – это у нас есть такая
интересная штука во всех языках, как структуры данных. Что ты вообще знаешь о структурах данных? Какие знаешь структуры данных? Зачем они нужны в целом? Вот расскажи все, что можешь об этом рассказать. Давайте начинать. Структура данных — это это структура данных, данные в каком-то определенном виде, на котором нам удобно их использовать, манипулировать этими данными, ну и прочее, прочее. Во многих языках, которые являются достаточно молодыми или не очень молодыми, есть уже готовые структуры данных, которые нам с вами писать не надо, просто берем их и используем. Могу выделить, не знаю, там листы, сеты, очереди, направленные очереди, списки, например, какой-нибудь стек и прочее, прочее, прочее. Но бывает, допустим, в универе, да не только в универе, приходилось писать свои структуры данных, чтобы, ну, разобрать более детально, скажем так, самим то, что находится под капотом у тех или иных структур данных. А, Есть различные алгоритмы, базовые алгоритмы, которые непосредственно связаны со структурами данных. Куда же без знания всего этого, скажем так, разработчику нормальному, даже, ну да, нормальному. Также уточню, что есть, ну, различные типы, виды структуры данных. Я могу углубиться в то, чем они отличаются, если нужно. Вот. Ну, и одно из такого, что я хотел бы сказать, это, допустим, стеки и очереди — это противоположность структур данных, которые можно использовать. То есть принцип last in, first out. То есть сейчас первый вошел, первый вышел. То есть это стек. Ну и, соответственно, first in, first out — это немножко перепутал, возможно, но я думаю, суть уловили. Вот. Ну, то, что знаю о структуре данных. Окей, я как раз только что хотел спросить про стеки очередь, но ты в целом уже их затронул, поэтому спрошу что-нибудь другое. Спрошу следующее. Вот основные структуры, которые ты перечислил, это там список, это очередь, это стек, это сет. Они есть в Dart или их нет в Dart? Конечно, они в Dart есть. Для этого можно подключить библиотеку Dart Collections, по-моему, она называется. Вот, и использовать их в конечной разработке. Ну, куда без этого. Окей, хорошо. Спасибо. По структурным данным все. Перейдем к такой интересной штуке, которую обязательно следует спросить на каждом собеседовании. Это ООП. Расскажи про принцип ООП, который ты знаешь. Вот ООП в целом, зачем такую штуку, как ООП, придумали? Можно же без него писать, в принципе, код. Вот. Все, что знаешь, можешь рассказать. Да, конечно, ООП делает код более понятным и удобным для разработчика. Ну, это достаточно очевидно, и многие языки, которые используются в разработке очень широко и объемно, используют ООП. То, что касается основных принципов, это инкапсуляция, полиморфизм, наследование и еще выделяющий четвертую парадигму, скажем, это абстракция. То, что относится к инкапсуляции, это принципы, по которым мы храним наши данные образно в классе. Поля, методы. Так к этому всему относится также защита данных, то есть ставить нужные модификаторы доступа к данным, то есть все, что касается организации нашего класса. Это все инкапсуляция. Полиморфизм — это возможность объекта того или иного класса вести себя по-разному в зависимости от ситуации. Полиморфизм тоже одна из неотъемлемых вообще понятий в программировании. То, что касается... Так, хорошо, едем дальше. Наследование. Наследование позволяет нам расширить один класс функционалом другого класса, при этом там переопределив те или иные методы. Вот. Но это как такие уже подкапотные детали. То, что касается абстракции, это разделение того, что мы пишем, на различные слои абстракции для более удобного использования. Вот. То есть покрытие интерфейсами и ну, вот всякие такие вещи. Окей, спасибо. Пойдем дальше. Такой вопрос. У нас можно сказать, да, в принципе, все языки программирования, они, во всех языках программирования есть такое понятие, как компилятор. Так, мы пишем код, и код потом компилируется. А что это вообще такое компилятор? И зачем он нужен? И зачем нам код компилировать? Как ты это понимаешь? Чтобы наша программа заработала, наш написанный код, который понятен человеку, потому что там, ну, код, который пишется, он понятен человеку, в принципе.
нужно, чтобы этот код поняла машина. Ну, то есть наш хардвер, под который мы пишем. Это нужен компилятор, такой проводник между человеком и хардвер. Вот. И таким образом компилятор позволяет нам перекомпилировать наш код в машинный код. В свою очередь, машинный код — это набор инструкций, понятных машине. То есть на входе мы имеем набор инструкций, понятных человеку, а на выходе то, что понятно машине, ну, нашему хардверу. Ну, вот это вот компилятор. А компиляторы, они вот после того, как мы, как ты сказал, код, понятный человеку, прогоняем через компилятор, он данный выход, output от компилятора, он будет запускаться на любой операционной системе, на любой машине, или для каждой операционной системы машины нужен свой компилятор? Ну, свой, наверное, мне кажется. Ну, вопрос, наверное, базовый, но я думаю, что свой компилятор, конечно. Окей, спасибо. Пойдем дальше. Последний вопрос. Здесь такой, можно сказать, задачка небольшая. Это как в Dart определить, является ли строка палиндромом? То есть палиндром, знаешь, да, что такое? Когда читается одинаково так и Да, так. знаю. Вот предложи самый, вот как бы ты сделал? Тебе нужно написать функцию, которая принимает строковую переменную и возвращает true-false в зависимости от того, палиндром это или нет. Вот подумай там минуту, можешь, или полминуты, или если сразу готов ответить, Это сразу могу. давай. Ну, нам нужно прогнать эту строку через один цикл. Насколько мне известно, тут скорость алгоритма или сложность алгоритма будет длина строки разделена на 2, наверное. Мы будем последовательно в этом цикле проверять схожести двух крайних элементов, то есть первый и последний, ну и потом итерироваться ближе к центру строки. И как только мы получим несовпадение, ну, то есть там это можно проверить через условный оператор, мы сразу выкидываем из цикла и говорим, что не палиндром. А в случае, если у нас дошло до середины и центральный элемент совпадает либо с самим собой, либо там два элемента не совпадают друг с другом, то мы говорим, да, это палиндром. Ну, вот в таком виде. Ну, я тут больше так концепцию озвучил. Окей, спасибо. В принципе, концепция правильная. Я услышал все, что хотел по базе Computer Science. Конечно, можно много чего спросить, но в целом я увидел адекватность, поэтому дальше копать не будем, перейдем к дарту. Тем более, что мы ограничены по времени. Давай останемся на теме компиляции. Можешь рассказать про компиляцию в Dart? Есть такие две замечательные аббревиатуры Just in Time и Ahead of Time или JIT-AOT. Что это такое, зачем нужно? Все, что знаешь. Ну, начнем, наверное, с just-in-time компиляции. Эта компиляция происходит при привязке компиляции к виртуальной машине, что позволяет нам пользоваться такими прекрасными вещами, как hot reload и hot restart. Вот, для этого нам нет необходимости перекомпилировать весь код, а мы, допустим, можем переписать часть кода и использовать hot reload. В таком случае будет перекомпилирована та часть кода, которую мы только-только написали. Ну, опять же, учитывая факт того, что есть привязка к виртуальной машине, и все перезапускать нам не нужно. Вот. Это используется также, если мы используем debug мод. Вот. То, что касается Head of Time компиляции, нету привязки, если я не ошибаюсь, к виртуальной машине. В таком случае весь наш код компилируется в машинный код перед запуском. Ну, да, перед запуском. И в дальнейшем уже мы получаем runtime, в котором работает наше приложение. Вот. Это можно использовать в релиз-моде. Ну, точнее, не можно, а так оно и есть. Вот. Ну, вот кратко о двух компиляциях. Спасибо. Давай пойдем дальше. Скажи, пожалуйста, есть ли в Dart примитивы или примитивные типы данных? Да, конечно. Конечно, есть, как и в других, любых языках программирования. Можешь их назвать, привести примеры? Да, конечно, без проблем. Ну, самые такие базовые. Int, double, string, boolean. Что еще есть? Byte, наверное. Куда же без него? Что там мог забыть еще? Что я смог забыть, но это так, как бы, мог забыть немножко. Ну, это такие основные. Окей, а скажи, пожалуйста, являются ли вот эти примитивные типы данных объектами в Dart также или нет? Ну, да, являются.
Окей, хорошо. Давай пойдем дальше. Следующий вопрос. Есть такая замечательная штука в Dart, как null safety, которая, ну, в принципе, базовая реализация была до Dart 2.12, появилась более полная реализация в Dart 2.12. Пока что не идем подробно про то, что это такое. Давай в целом, а зачем это нужно? Зачем придумали null safety? Без нее же жили. Кстати, есть ну, мой, можно сказать, любимый в кавычках комментарий под одним из интервью, типа null safety — это трэш полный, просто это, там, я не знаю, как там человек писал, то, что это ужасное изобретение, хуже null safety нет ничего и так далее. Что ты думаешь по этому поводу? Зачем, если null safety такой ужасный, зачем его придумали? Комментарий видел, это было достаточно забавно. Вот. Ну, тут есть как бы две точки зрения. Отчасти я согласен с каждой. Начнем, наверное, с отрицательной. Почему бы и нет? No safety достаточно непривычная человеку вещь, которая приходит с другого языка. То есть привыкнуть к no safety не так уж и просто, но с опытом no safety становится таким чем-то очень близким и теплым по итогу. Вот. Зачем вообще это надо? Существует большое количество ошибок, например, там null pointer exception, который падает где-нибудь в огромной куче кода, и нужно садиться и искать, а где же этот наш null pointer exception упал. Вот. И этих ошибок очень-очень много, и они часто падают. Вот. И уже, я, наверное, не знаю, но в других языках точно уже были приняты меры по как бы отслеживанию данных ошибок, чтобы у нас не падали на null pointer exception. Ну, как пример, та же Java. Вот в Dart пример решения этой проблемы – это использование null safety. Вот. В чем плюсы? Ну, это дает разработчику большую осознанность и большую уверенность в том, что этих ошибок не будет. И продумать заранее код, каким образом его описывать, ну, каким образом описывать этот код, чтобы все было хорошо. То есть, как бы, дополнительные меры предосторожности. Это, конечно, 100% не защищает от падения ошибки, какой-то null pointer exception, но дает больше уверенности в этом. Вот. Окей, спасибо. Следующий вопрос – это, допустим, я хочу разработать в Dart класс какой-то, поля которого будут видны, все поля которого будут видны только самому классу и никому извне. Как мне это сделать лучше всего? А, Ну, у нас есть модификаторы доступа, такие, какие они есть в Dart. Это public и private. Private — это у нас нижнее подчеркивание, которое ставится перед названием переменной или перед названием метода. В таком случае данная переменная метода будет видна файлу, в котором мы пишем данную, ну, используем данный там метод этого поля. Поэтому самым таким логичным путем будет а, в этом файлике только этот класс описать, только его и ничего больше, и поставить модификатор доступа private, то есть нижнее подчеркивание перед названием метода либо переменной. Да, все верно, спасибо. Давай пойдем дальше. Следующий вопрос. В Dart есть такая замечательная штука, как миксины или миксинс. Зачем ее тоже придумали? Зачем она нужна? Миксины — это, ну, можно сказать, модули, позволяющие расширить функционал нашего класса. Не через наследование, а через, ну, опять же, расширение. То есть мы какой-то функционал выносим не в... Ну, и также это позволяет обойти нам проблему с тем, не проблему, скажем так, такую, ну, у нас же нет множественного наследования, поэтому если нам нужно наследоваться от какой-то другой вещи, не только от одного класса, а, допустим, можно пользоваться миксин, то есть это, ну, как бы позволяет нам расширить наш класс. Ну вот, нужным функционалом. Окей, хорошо. Давай пойдем дальше. Следующий вопрос. Поговорим про код style. Скажи, пожалуйста, вот мы разрабатываем проект какой-то новый с нуля. Пришел к нам клиент, говорит, там, хочу, не знаю, там, допустим, приложение для доставки пиццы. И клиент отмечает то, что ему очень важно, чтобы код был максимально чистым, читабельным, соответствовал
полностью всем, настолько, насколько это возможно, рекомендациям от разработчиков Dart. Как этот процесс можно организовать проще всего? Какие у нас есть, может, инструменты для этого предусмотрены уже в Dart? Ага, уточню, ты имеешь в виду в плане name convention, либо в плане там архитектуры в том числе? В плане вообще всех соблюдений гайдлайнов это и именование, это и то, как мы оформляем код, и то, ну, не знаю, у нас же много есть способов там задать переменную, иногда мы можем ставить final, var, object, dynamic, можем прям тип указывать. И вот такие вещи, они же регулируются как-то правильно самой документацией Dart в разделе Code Style. И, соответственно, какие, может, инструменты есть в Dart, которые помогают нам проверять код на соблюдение вот этих код-стайлов и других моментов? Ну, есть Dart Analysis, то есть вещь, которая позволяет нам анализировать наш код на подобные вещи, чтобы не было несовпадений с, скажем так, шаблонами, которые приняты в Dart для красивого читабельного кода. Вот. Ну, понятное дело, там соблюдение name convention, то есть если мы пишем класс, то пишем с большой буквы camel-кейсом, если мы пишем там переменную, то с маленькой буквы camel-кейсом, то же самое с названием метода. Если мы пишем константу, то с маленькой буквы через нижнее подчеркивание, то же самое название файла, то есть с маленькой буквы нижнее подчеркивание. Ну, то есть такие вот вещи, которые можно отслеживать через Dart Analysis. Вот. Что хочу отметить еще, ну, если мы очевидно понимаем и задаем сразу какую-то перемену, то есть мы говорим, что вот, эта перемена точно будет, сразу инициализируем. Мы можем, если на final, то сказать, что на файл желательно это поставить, что она дальше не будет изменяться. То есть если final, то точно ставить final. Вот. Если можно const, то ставить const. Вот. Желательно, если есть такая возможность, уточнять тип. То есть не везде ставить var, а желательно уточнять тип, если он у нас явный. Вот. Какие еще моменты? Может, что-нибудь забыл, но это такие как бы основные моменты. Окей, понял, хорошо, спасибо. Следующий мой вопрос – это как в Dart объявить интерфейс? Сейчас скажу. Ключевого слова интерфейс у нас нету в Dart, как в других языках. Мы можем использовать классы как интерфейсы. Ну, как вариант, просто сделать абстрактный класс с сигнатурой методов и в дальнейшем от него наследоваться. Ну, не наследоваться, а как-то... Ну да, типа наследоваться этого класса. Реализовывать. Да, Реализовывать. реализовываться. Окей, хорошо. Мой следующий вопрос будет про такой интересный тип данных, если это можно так назвать, про тип never, который появился в Dart 2.12. Знаешь ли ты, что это такое? И зачем он нужен, когда он используется? Ага. Так, ну, наверное, не знаю. После просто названия, может, я его где-то видел, но я лично не Never, знаю. never, типа никогда на английском. Never, да. Нет, не сталкиваюсь, скажу честно, не сталкиваюсь еще пока с этим типом, но нужно будет почитать. Окей, ну я вкратце тогда расскажу. Это тип, который сейчас считается, можно сказать, подтипом всех типов, то есть находится в самом низу. То есть любой тип, там будь то int, object, неважно, это родитель, never. И используется он, ну, вот одно такое практическое применение у него есть, я имею в виду для разработчиков, для нас как разработчиков, одно практическое применение указано в документации. Это возвращаемое значение функции является типом never тогда, когда функция никогда не завершается успешно. То есть в любой ветви функции выбрасывается исключение. И таким образом мы помечаем, что это функция never, значит, она никогда не завершается, ничего не возвращает и даже не возвращает void, то есть не завершается успешно. Но обычно такие функции, можно сказать, прокси-функции, которые помогают нам работать с эксепшенами, как-то обрабатывать их, фильтровать, вот, как-то так. Окей, хорошо, про тип never все, идем дальше. Следующий вопрос, это будет про конструкторы. Конструкторы в Dart. Какие вообще типы конструкторов есть? И зачем они нам нужны? Разные типы. Сейчас скажу. Есть обычный один конструктор, самый обычный.
Вот. А потом у нас нету понятия перегрузка функций, и тоже мы не можем перегружать конструкторы. Поэтому Dart это обошел, точнее, разработчики Гугла обошли это как появление named конструкторов, то есть именованных конструкторов. Вот. Ну, поэтому как бы используем именованные конструкторы. Ну, то есть, как, грубо говоря, очень грубо говоря, как статик-функцию. Вот. Также есть конструкторы, могут, скажем так, расширяться их разнообразием параметров, которые мы можем в них указывать. То есть это могут быть именованные параметры, неименованные параметры. Это могут быть именованные обязательные параметры. Вот. Это вот то, что про конструкторы. Окей, понял. Давай вернемся немножко к null safety. Пока не буду спрашивать какой-то конкретный вопрос. Можешь рассказать вообще все, что знаешь в плане того, какие возможности в null safety появились недавно, Dart 2.12? Что там есть такого, какие есть операторы? Вот все особенности, которые вспомнишь, я думаю, все сложно вспомнить, но вот основные, которые вспомнишь, просто перечисли. А, Тяжело вспомнить отличия между версией 2.0 и 2.12, если честно, вот, которые были введены с этой версией. Но то, что касается именно null safety, ну, конечно, появилось, ну, начнем, наверное, с какого-нибудь ключевого слова late, который нам говорит, что нам наша final переменная может быть в дальнейшем проинициализирована. Вот. А также операторы вопросика, например, если мы хотим сказать, что у нас какое-то поле имеет право иметь в себе null, то есть, ну, может быть, nullable, мы ставим после типа знак вопросика, тогда у нас поле nullable. Вот. В случае, если мы хотим сказать, что вот мы обращаемся к какому-то полю объекта и говорим, что оно у нас nullable, мы говорим, что там точно не null, 100%. Мы можем использовать band-оператор, это знак восклицательный. Вот. Можно использовать знак вопросика также при обращении к какому-то полю объекта. И если оно null, то выполнить одну операцию, если null, то выполнить другую операцию. Что еще такого? Ну, то, что мне приходит сейчас прямо на ум, то есть там еще есть различные операторы, но это такое, чем я в основном пользуюсь достаточно часто. Спасибо. Перейдем к следующей секции. Поговорим про работу Dart с точки зрения многопоточности и асинхронности. Давай про потоки. Вообще Dart является языком однопоточным либо многопоточным. Да, давай такой первый вопрос. Dart многопоточный или однопоточный? Однопоточный. Окей, хорошо. Тогда как нам быть, если необходимо распараллелить вычисления, то есть все-таки создать два потока в Dart? Какие есть способы для этого? Давай, наверное, в контексте Flutter. То есть, ну, больше. А, Хорошо, да. Ну, первое, что у нас есть, это синхронка. Вот, можно пользоваться синхронкой для всего этого. У нас есть даже для этого специальный пакет, который можем подключить, это Dark Async. Вот, и мы можем понять некоторые операции асинхронно. Вот, это как один из вариантов. А другой вариант, в случае, если там какие-то очень тяжелые вычисления, то мы можем создать новый изолят, или isolate, вот, и в нем это сделать. Вот. Могу сказать, почему так, в каком случае что используется. Мы можем использовать isolate дополнительный в том случае, если, ну, наша операция занимает большое количество времени, вот, и потребляет, допустим, большое количество ресурсов, потому что точнее, наш event loop может обрабатывать только один event одновременно, то есть в случае использования синхронки. Если он очень тяжелый, то лучше это вынести в отдельный isolate. Вот. Ну, тяжелый в плане занимает много времени и так далее. А что вообще есть отдельный isolate? Это на каком уровне создаются айзолейты? Я имею в виду, это там уровень операционной системы или уровень Дарта, или вот что такое isolate? А, ну, сказать тут точно будет сложно, но это, скажем так, немного ниже по уровню, чем поток. Вот. Но выше, чем асинхронная операция. Я думаю, что на уровне а, нашего, ну, на уровне Дарта создается, то есть вряд ли оно как-то на уровне, на уровне системы операционной
Хотя я тут сложно ответить, если честно. Я понял, хорошо. Следующий вопрос тоже из этой области. Это что такое future? Вообще у нас есть future, класс future. Что такое future? Future — это тип данных, с которым мы работаем в случае работы с асинхронными функциями. То есть, допустим, асинхронная функция возвращает нам тип future. Вот. И, ну, вот для этого нам и нужен. Окей. А почему бы асинхронные функции не возвращать нам сразу тип, который мы хотим? То есть, например, хотим int получить, а асинхронная функция всегда возвращает future с дженериком int. Вот. А почему бы просто асинхронные функции не возвращать сразу int? Это было бы удобнее? Нет? Ну, может, удобнее, но мы просто не знаем, когда нам придет ответ от нашей функции асинхронной. Мы же не можем быть уверены, что нам придет, допустим, там, вот прямо сейчас. Это задача какое-то количество времени. Поэтому у нас приходит future, и мы можем сказать, вот он пришел, и в дальнейшем мы можем его преобразовать в тип int и с ним работать. Но мы не знаем, когда он придет, поэтому есть оболочка в виде future. Да, то есть Future нам помогает еще сделать вот это переключение. То есть это Future хендлит это переключение между тем состоянием, пока данные еще не пришли, потом они пришли. Вот это такая дополнительная обертка. Хорошо. Давай пойдем. Еще будет вопрос из этой области про стримы. Что такое стримы? Зачем они нам нужны, если есть Future уже замечательные? Стрим — это последовательность данных future, вот, ну, назовем это так. А, Ну, например, это используется, когда нам нужно ам, работать не с каким-то одним запросом на сервер, в случае запросов, там, HTTP, например, а нам нужно получить ответ на сокет, по-моему, это так называется, когда приходит не один ответ на наш типа запрос, а ну, может больше приходить. В таком случае нам придет целый стрим с этими данными, потому что ну, вот это он используется. Также стримы используются при работе с некоторыми архитектурами, потому что это удобно. Вот. Ну, вот стрим — это последовательность данных фьючер, скажем так. Окей, понял, хорошо. Следующий вопрос, такой общего больше плана. Интересуешься ли ты вообще миром Flutter? То есть в плане, там, Flutter выходит какой-то новый апдейт, что в нем вышло, смотришь ли какие-то конференции, там есть там замечательные там Flutter Live или Google I/O, где они тоже презентуют различные обновления в Flutter. Вот как у тебя с этим дела? Мне это интересно, когда дело касается каких-то более-менее глобальных вещей, которые касаются меня в том числе. Вот. Если я держу такое мнение, что когда меня это коснется, я в этом разберусь. Ну, не в том плане, что когда прям горит, но если есть какие-то выходы тех вещей, которые, ну, я понимаю, что, ну, мне с ними нужно работать и прям скоро, поэтому разберусь. Плюс мне очень нравится подача в вот The Flutter Show, вот, потому что, ну, в таком разговорном формате очень приятно получать информацию о каких-то новых приколах, которые есть во Flutter. Вот, поэтому, да, интересуюсь, но не очень яро, что там вот оно вышло, прям нужно посмотреть как можно скорее, а так, ну, в умеренном плане. Прикольно, классный лайфхак ты только что косвенно закинул. Можно не смотреть Google I/O, можно потом просто посмотреть VTF-шоу. Если вышел новый Flutter, по-любому мы будем обозревать основные фичи того, что там есть, объяснять это простым языком. Спасибо за рекламу. Пойдем дальше. Следующий вопрос тоже такой абстрактный. Есть Dart, язык программирования, вот он для кого-то классный, для кого-то он не классный. Назови любимую фичу в Dart, вот что тебе реально нравится, комфортно работать. Любимую фичу в Дарте сейчас скажу. А, Хороший вопрос. Много всего классного на самом деле. То, что нет интерфейсов. Ну, то, что их нет, это, конечно, не прям круто, но то, что это заменено возможностью использования классов вместо интерфейсов, это очень классная вещь. Миксины, хотя с ними сталкиваться очень редко приходилось, но очень классная штука, я про нее читал, прям мне очень нравилось. Вот. Классная вещь No Safety. Ну, поначалу тяжеловато, но очень классно, мне прям нравится. И работа со стримами в целом, синхронка, если к этому приспособиться, то тоже ну, просто безумно крутая вещь. Вот это такие основные, то, что мне прям очень нравится.
Все, спасибо, Свят. По модулю Dart у нас все. Перейдем к Flutter. Как у тебя дела с Flutter? Такой вопрос сначала. Flutter — это круто. Я всегда не любил вообще любой там верстку, какой-то фронтенд, терпеть не мог. Но вот с Flutter, познакомившись, когда я понял, что есть виджеты, это удобно. Все, что мне нужно, это просто найти нужный виджет и правильно его использовать. Это настолько упрощает разработку, и так тепло работать с этим Flutter, потому что, очень классно, удобно, поэтому, мне нравится. Вот. Окей, расскажи про верстку по Flutter. Вот ты, наверное, как ты сказал, у тебя есть бэкграунд веба по специальности, которую ты изучаешь в университете. В чем особенность Flutter верстки, там, не знаю, в сравнении с другими вариантами верстки, либо фреймворков, каких-то веб-фреймворков, либо просто стандартные HTML верстки. Вот что есть верстка во Flutter, что там есть такого удобного или неудобного? Ну, начнем с того, что у нас нету тегов, страшных неудобных тегов, которые есть у нас в той же веб-верстке. Я такое очень не люблю. Вот. И в целом я не сильно знаком, не тесно знаком с версткой под веб. Ну так, какие-то общие концепты знаю, потому что учусь на этой специализации. Вот. Но сейчас не об этом. Особенность Flutter в том, что есть виджеты. И все, что нужно сделать, это правильно скомпоновать дерево виджетов. Поскольку у нас используется реактивный стиль программирования на Flutter, мы можем как бы наслаивать, давать конструктору в конструкторе, и в дальнейшем у нас получается нужная вложенность, определенная вложенность в дерево виджета, где мы просто задаем нужные свойства, и при этом все классно работает. Вот такой стиль именно формирования дерева виджетов мне очень нравится, потому что это как матрешка, не знаю, вот удобно, классно. А сам по себе Flutter, он под какие операционные системы умеет работать? То есть под какие операционные системы мы можем написать приложение на Flutter? Если это мобильная разработка полностью покрывает все, что нам нужно, то есть iOS, Android. Если мы берем десктоп, то под десктоп тоже можно спокойно писать, только у нас десктоп, по-моему, сейчас находится до сих пор в бета-версии. Это не 100%, но, по-моему, еще до сих пор в бете находится. Вот, как бы десктоп, все, что нам нужно, по-моему, под Linux тоже можно писать. Мобильная разработка, iOS, Android, пожалуйста, вот. Окей, хорошо. Наверное... Нет, давай еще здесь останемся немножко. Android, iOS. Разные операционные системы с разными особенностями, с разной физикой иногда. Как Flutter с этим справляется? У нас есть библиотеки Material и Cupertino. Вот, Cupertino содержит шаблонные виджеты, назовем это так, для формирования юзер-интерфейса под iOS, а Material, в свою очередь, под Android. Окей, понял, спасибо. Сейчас у нас будет небольшой блиц по виджетам. Ты готов? Да, конечно. Блиц у нас следующий. Я называю виджет. Ты двумя словами, буквально, может, там тремя, говоришь, зачем он нужен. Готов? Мгм. Поехали. Первый виджет Аббар. А бар — это штучка для навигации, которую мы используем, то есть переключение между страничками. То, что находится внизу экрана на Android, зачастую мы можем переключаться между нужными нам страничками. То есть помогает в навигации, вот, скажу так. Окей, хорошо. С Icon. Icon, это иконка какая-то, которую мы видим. То есть это может быть, я не знаю, какое-то векторное изображение или не векторное изображение. То есть, какая-то иконка. Scaffold. Scaffold — это разметка страницы. Есть, можно так выразиться в двух словах. Окей. Flutter лого. Flutter лого, классный вопрос. Но это лого Flutter. Просто оно у нас есть. Как именно стандартное лого. То есть не какая-то картинка похожа на лого Flutter, а вот прям конкретно оригинальная. Хорошо, тогда такой вопрос. Как часто в продакшн-разработке тебе приходилось использовать виджет Flutter лого? Примерно ни разу вообще, никогда. Окей. Но он находится, чтобы ты, я думаю, это в курсе, он находится в разделе
basic widgets в каталоге виджетов. Basic widgets — это те виджеты, которые мы используем чаще всего, поэтому странный у тебя какой-то рабочий флоу, если ты так редко или ни разу вообще не использовал Flutter лого. Окей, все же мы используем каждый день виджет Flutter лого, Flutter разработчики. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос. Какие есть у нас способы ввода текста во Flutter? Я имею в виду, какие есть виджеты, которые позволяют хендлить ввод текста, и почему их несколько, если их несколько? Ну, есть, допустим, текст field, который мы можем заполнить, ну, прям виджет нужен для ввода текста. Все виджеты, которые нужны для ввода текста, у нас к ним привязан какой-то контроллер. Контроллер, в свою очередь, он уже там привязан к различным вещам, которые нам необходимы для ввода этого текста. Ну, то есть есть контроллеры, которые привязаны к виджетам. Я не помню, честно говоря, в чем прям разница конкретная, просто подзабыл. Но вот, допустим, один из таких — это текст field, который можно использовать. Вот, ну, специально для этого. Прям то, чем я пользуюсь в случае, если мне нужно написать возможность ввода текста. Принял. Следующий вопрос. Вот у нас во Flutter есть много виджетов, даже эти виджеты выделены в отдельную категорию в каталоге виджетов, это скроллинг виджеты. И следующий вопрос. Зачем нам так много скроллинг виджетов, если скролл — это же простейшее действие, просто вверх-вниз скроллим. Достаточно одного виджета, как по мне. А зачем нам там их реально много? Зачем так много? Ну, тут вопрос, смотря что мы скроллим. Ну, например, возьмем два таких примера. Это Single Child Scroll View, это когда нам нужно просто добавить возможность у какого-то виджета скроллиться. То есть формально мы можем обернуть нашу колонку в Single Child Scroll View и спокойно ее скроллить. Вот, ну, удобно, почему нет. Но есть случаи, когда мы не знаем, что мы будем скроллить, как бы это странно ни звучало. То есть у нас есть, допустим, List View, у которого есть конструктор ListViewBuilder, и тогда мы можем сказать, что в зависимости от того, какие данные нам пришли, в зависимости от того, что у нас происходит вообще в приложении на экране, мы можем сказать, что вот у нас сформируется каким-то образом и будет у нас скроллиться. Вот, то есть для разных случаев нужны разные виджеты, ну, разные скролл-виджеты, скажем так. Принял, хорошо. Любимый вопрос всех, кто проводит собеседование во Flutter, причем любого уровня, даже если элит Flutter разработчика собесит, все равно спросит. Поэтому я спрошу, в чем разница между stateless и stateful виджетами? Stateless виджет — это то, что у нас, ну, он не изменяется. Ну, то есть у нас есть stateless виджет, у нас такой, какой он есть. Вот. Stateful виджет имеет такое свойство, как состояние. То есть в случае изменения нашего состояния будет изменяться наша вьюшка, то, что происходит на экране. Вот. Ну, это основное такое отличие. Хорошо. Давай поговорим про ключи, что это такое, keys, зачем они во Flutter нужны. Да, конечно, есть там явные ключи, неявные ключи, но если говорить про явные ключи, то это то, что позволяет нам уникально идентифицировать наш виджет в дереве виджетов. То есть, как пример такой, можно привести, что есть такой hero виджет, который нам связан с анимациями, вот, для красивого юзер-интерфейса. И если у нас есть два hero виджета на странице, то мы можем их, если не ошибаюсь, кстати, мы можем по ключу ими управлять, вот, к ним обращаться. Окей, тут я тебя поправлю, потому что в Hero есть теги, а не ключи. Это немножко другая абстракция. Там теги нужны для того, чтобы Hero виджет знал, какой виджет в какой запускается анимация, то есть какой виджет в какой нужно сделать переход плавный при навигации. То есть это не совсем ключи. Мы по этим тегам никогда к Hero виджетам не обращаемся. А вот как раз-таки по ключам мы иногда к виджетам обращаемся. Если это там глобальный ключ, нам нужно обратиться к состоянию, то мы обращаемся к состоянию данного виджета по ключу. Поэтому, окей, хорошо, про ключи услышал. Поговорим немножко про адаптивность приложений, адаптивность, а точнее не всю адаптивность, а такую область адаптивности, как responsive, то есть чтобы приложения были адаптивны по размеру экрана. Какие у нас вообще есть виджеты, может, знаешь,
во Flutter, которые позволяют делать интерфейс, верстать интерфейс таким, чтобы он классно выглядел и на больших экранах, и на маленьких экранах, и на средних экранах. Да, конечно, это виджеты. Один из таких самых широко использованных — это Layout Builder. У нас еще есть такие виджеты, как Expanded, спейсеры и прочее, которые позволяют нам использовать адаптивную верстку. Вот. Ну, если можно так выразиться. Окей. Скажи, пожалуйста, вот у нас в приложениях, в принципе, в мобильных приложениях часто есть возможность задания собственной темы, ну или как минимум переключение тем, светлой, темной темы, там таких приложений, как Telegram, мы там вообще можем очень много чего кастомизировать, цвета, закругления, там, фоны ставить и так далее. Насколько Flutter гибко умеет работать с темами, с заданием тем, и это первый вопрос. И второй вопрос, следующий отсюда, это как в продакшене можешь рассказать, как ты применял или как у тебя на проектах применяются темы, как они задаются, вот для чего используются? С темой я сталкивался тогда, когда писал выпускной проект в лабе. Вот. Там я это реализовал изначально при помощи inherited виджета, позволяющий нам без передачи каждому виджету по дереву нужную информацию передать от одного виджета к другому. То есть, я эту тему и использовал для включения темы. Вот. Также это можно делать не только через inherited виджет, что достаточно громоздко, как я считаю. Можно использовать это через блок, например. То есть в блоке тему переключать. Вот. По-моему, если не ошибаюсь, у нас в Scaffold есть такой необязательный параметр, как SimMod, который позволяет нам тоже добавить логику и удобно переключать темы. Вот, если я не ошибаюсь. Ну вот, я думаю, что я на просто ответил. Хорошо, спасибо. Пойдем дальше. Как осуществляется навигация во Flutter? Какие способы осуществления навигации между страницами? У нас есть навигатор, который можно использовать. Вот, можно вызвать там навигатор of context, то есть какого-то контекста навигатор, и у него есть методы там pop, push и прочее, позволяющие нам переходить между теми или иными страничками. Вот. Навигация осуществляется через навигатор. Если брать уже более такие осознанные, нормальные проекты, в которых есть хорошая архитектура, то навигацию нужно делать через блок listener. Вот. Могу сказать, почему, если есть необходимость. Потому что блок listener вызывает только один раз вызывает то, что в нем. Вот, в отличие от просто там каких-то билд вещей. А может, слышал про какие-то еще библиотеки, которые более гибко работают с навигацией, чем сам навигатор дефолтный? Можно смотреть навигацию как различные виджеты, типа там Alert Dialog и прочее. То есть тоже своего рода навигация, почему нет? Только она возвращает не какую-то страничку, там, типа отдельный scaffold, а просто какой-то макет при навигации. То есть могу выделить прям такие вот отдельные виджеты типа Alert Dialog. Но не помню других способов навигации такой глобальной, скажем так. Принял, спасибо. Следующий вопрос будет про сетевое взаимодействие Flutter, то есть про взаимодействие с API серверными по HTTP, HTTPS протоколам. А, Как во Flutter это реализовано, насколько просто нам, допустим, взаимодействие с API, если у нас приложение какое-то, которое завязано на сервере, там, я не знаю, банковское приложение, насколько во Flutter легко взаимодействовать с сервером. У нас есть такая классная библиотека, называется HTTP, так и называется. Вот, мы можем использовать ее для общения с сервером, для того, чтобы какие-то запросы отправлять. Как это происходит? Да, в принципе, как и... Это очень удобно сделано во Flutter, то есть крайне удобно, по принципу, как и в других языках. То есть мы отправляем какой-то запрос, у нас с него приходит ответ сервера в виде какого-то JSON-чика. Для того, чтобы эти данные использовать, нужно этот JSON распарсить на поля и в дальнейшем их использовать или из него там сформировать сущности нужные. То есть вот в таком вот формате. По факту просто запрос-ответ, ответ в виде JSON.
Окей, а позволяет ли нам Flutter работать как-то с локальной базой данных? Если да, то тоже какие здесь есть инструменты? Да, позволяет работать точно. В мобильной разработке и во Flutter есть возможность, ну, допустим, я сталкивался с тем, что работал с SQLite, вот, удобнее, чем, допустим, работа Java и Postgres, вот, намного удобнее, более, там более все упрощено. Не помню, какая библиотека позволяет это делать, честно говоря, но это можно всегда посмотреть. Но как бы суть там очень простая. Ну, как вариант, вот, работаю с SQLite. А ты вот сейчас интересную штуку сказал, не помню, какая библиотека можно посмотреть. А где можно посмотреть? Где мы вообще ищем библиотеки для Flutter? А, Flutter .dev, по-моему, называется. Официальная Ну, документация. PubDev, ты Да, вот про PubDev. это. А еще знаешь ли какие-то способы? Вот тебе нужна какая-то библиотека, неважно для чего, ты заходишь на PubDev, пытаешься найти, там ничего нет. Вот прям никто пока что такого не писал. Где еще можно поискать? Ну, вообще официальная документация. Ну, то есть в официальной документации есть все 100%. Как найти, можно загуглить. Вот. А на Не, ну, крайний случай... если нам нужна прям библиотека, то есть в официальной документации мы узнаем все, что касается Flutter, Dart, это да. А вот нам, я не знаю, давай какой-нибудь пример. Нам нужно отобразить картинку и применить к ней какой-то специфичный фильтр. И вот мы там зашли на PubDev и пытаемся вбивать там image filter или image filtering, и ничего не находим. Вот прям нет подходящего фильтра. Перед тем, как самим садиться писать этот фильтр, где еще можно поискать? Хороший вопрос, честно. Я, ну, наверное, не знаю, ну, правда. Я бы гуглил. Я не сталкивался с тем, что нет того, что мне нужно. Вот, поэтому... Окей, ну тут просто ответ. В других источниках, в каких, например, Google просто, можно просто погуглить. То есть прям глобально Google пытается найти везде, где есть упоминание, и еще есть а, такой лайфхак, это поискать на GitHub напрямую. То есть написать тоже слова, добавить Flutter. Часто есть какие-то публичные репозитории, которые не опубликованы на PubDev, либо GitHub, либо они опубликованы на PubDev, но просто GitHub чуть лучше ищет по ключевым запросам. Поэтому иногда это тоже помогает, можешь иметь в виду. Окей. Поговорим про архитектуру. Расскажи, какие архитектурные подходы во Flutter ты знаешь? Ну, давай начнем. Один из таких самых примитивных в целом это использование stateful виджетов, то есть почему нет? Если там, это не какой-то суперсложный проект, а просто что-то тренировочное, то почему нет? Stateful виджеты — нормальное архитектурное решение. Но вообще нормальные, они хорошие. Поэтому можно использовать блок, а именно Qubit, достаточно удобная вещь, которая используется на многих, я думаю, проектах, достаточно удобная. Вот. Сам по себе блок, он реализован на стримах, вот, но Qubit более удобен для использования, ну, как лично для меня. Можно использовать GetX. GetX — это, если не ошибаюсь, вещь, которая позволяет нам управлять зависимостями, то есть внедрение зависимостей. Тоже можно эту штуку использовать. Что еще? Еще есть MobX. MobX, основная его, скажем так, особенность в том, что есть кодогенерация, которую мы можем также применять в нашем проекте. Ну, вообще, в идеале мы можем использовать чистую архитектуру. Вот, почему нет? Там может использоваться и блок, и GetX, то есть комбинации. Это тоже почему бы и нет. Ну, такие основные подходы. Я мог что-нибудь забыть, конечно, но это то, что вот сейчас вспомнил. А скажи, пожалуйста, вот есть проект, к примеру, у тебя требования известны какие-то изначальные. Как выбрать архитектуру? Как бы ты подходил к выбору архитектуры, если бы эту задачу поставили на тебя? А, Я бы первый вопрос сказал бы себе, насколько это вообще глобальный проект и вообще, ну, типа он большой. Если это что-то очень-очень мелкое, необходимо для того, чтобы быстро сделать, быстро показать, то можно использовать stateful виджеты. Второй вопрос, который я бы задал бы себе, это есть ли смысл использовать чистую архитектуру? То есть если это большой проект, в который, скорее всего, будет в дальнейшем внедрено большое количество изменений, придется много кода переписывать, то я бы реализовал чистую архитектуру, используя блок GetX, вот, потому что это позволяет нам быстро менять многие вещи без потери времени
и прочих вещей, без дополнительных сложностей для разработчика. Вот. Ну вот, наверное, как-то так. Хорошо, следующий вопрос. Про блок ты затронул, точнее, ты такую фразу сказал, блок, ну, конкретно Qubit, типа, как будто мы всегда используем Qubit на блоке. А когда стоит вообще использовать, ну, мы знаем, что у нас есть такая штука, как блок, а есть Qubit. Именно появилась там в четвертом блоке, по-моему, в четвертой версии и выше. Всегда ли нам стоит использовать блок, или всегда ли стоит использовать Qubit, или есть какие-то кейсы здесь? Я думаю, что есть кейсы, разделить на отдельные кейсы достаточно сложно будет, вот, ну, лично для меня. Но в чем разница? Ну, лично я какую разницу вижу, что блок показывает больше подкапотных вещей, которые там происходят. То есть напрямую приходит ивент, напрямую этот ивент как-то обрабатывается, напрямую там через поток все это возвращается. А Qubit позволяет нам скрыть часть реализации, которая не всегда нам бывает нужна. Вот. И поэтому, если нам эта реализация в целом не нужна, то почему бы Qubit не использовать, если это, ну, лично для меня удобнее. Вот. Если нужна, то, наверное, блок. Хорошо. И последнюю тему, которую хотелось бы сегодня затронуть, это дебагинг приложений. Скажи, пожалуйста, какие инструменты для этого ты знаешь, какие сам использовал на практике, ну, используешь вообще в повседневной разработке? Ну, вообще, есть типичный дебагинг, скажем так, ставить точки остановки и по шагу итеративно смотреть, что вообще происходит, почему упала та или иная ошибка. Для этого нужно запустить наш проект в моде, вернее. Также есть DevTools, то есть, которая содержит в себе большое количество различных вещей, позволяющих тестить наше приложение. Не тестить, а дебажить. Вот, то есть оно допустим, есть Flutter инспектор, показывающий нам наши виджеты, которые есть у нас в юзер-интерфейсе. То есть там можно посмотреть нужные отступы, где что не так сдвинулось. Вот. А есть вещи, которые показывают нам, сколько памяти потребляет наше приложение, или, я не знаю, сколько нужно там силы процессора, точнее, мощности процессора, чтобы типа наше приложение работало. То есть эти вещи можно посмотреть при помощи DevTools. Вот. Окей, хорошо. Наверное, у меня все по технической части интервью, и, в принципе, я готов дать тебе фидбэк. Начнем, наверное, с отрицательных вещей, которые я услышал. Я делал себе небольшие пометки, где-то ты просто оговаривался, где-то можно было сказать чуть больше. В общем, скажу все, что у меня есть. Первый момент, сначала ты рассказывал про процессы, все было круто, очень понравилось, классно достаточно рассказал. Процесс мне нравится, тот, который у вас происходит на проекте, в компании, видно то, что и видно то, что ты в этом осведомлен, реально понимаешь, что происходит. Дальше, второй момент, у тебя была такая оговорка в самом начале, что ты говорил, Flutter классный язык, так Flutter не язык, да, больше все-таки технология, так, Flutter технология у нас, язык Dart. Просто по-любому сейчас в комментариях бы написали, если бы я этого не сказал, то что я согласен, то что Flutter язык. Дальше, про примитивы. Тут вопрос такой очень тонкий, знаешь, еще из мира Java, если спрашивают, если в Java, какие в Java есть там примитивы и что является примитивом, то там под примитивом выделяют все, что не является объектом, а все, что выделено на уровне компиляторов, реально примитивным типом данных, который имеет как раз-таки дефолтное значение обычно. Поэтому с точки зрения Flutter на этот вопрос нужно, с точки зрения Dart, да, на этот вопрос стоит отвечать двояко, то есть говорить, что в понимании там C, C++, Java в Dart нет примитивов, но в понимании того, понимании типов данных, с которыми Flutter может, опять же, Dart может оперировать на примитивном уровне, такие типы есть. Там приведем пример, автосериализация какая-то. То есть, когда мы общаемся с
платформ-ченнелами с нативным кодом, то там основные типы данных, они автоматически сериализуются, десериализуются. И эти типы данных, можно сказать, они примитивные. То есть там то как раз то, что ты перечислял, это даблы, инты, строки и прочее. Или, например, типы данных, которые мы можем передавать по портам между двумя айзолейтами. Айзолейты могут общаться как раз-таки, можно сказать, тоже примитивными типами данных. То есть, с одной стороны, они как бы есть, с другой стороны, нету. Но вот примерно так. Дальше, следующий момент. Ты упомянул тип байт, такого типа нет в Dart. У нас есть такая штука, как byte data, это класс, который может представлять один байт в байтовых последовательностях, но прям отдельного типа байт, который там, который задается вот как тип, как int, у нас нет. Дальше. Услышал такую фразу, то, что ты сказал, желательно уточнять тип. Наверное, может, ты не это имел в виду. Я больше сейчас для наших подписчиков объясню, то, что тип не всегда желательно уточнять. У нас по код-стайлу часто тип не уточняется. Например, самый банальный пример – это в локальной функции. Если у нас мы объявляем переменную, после равно сразу задаем, то по код-стайлу тип уточнять не нужно, нужно написать просто файл, либо просто var. Вот это вот такой момент. Я думаю, ты это знаешь, просто фраза была, решил уточнить. Дальше. Про многопоточность. Ты достаточно рассказал с точки зрения уровня junior. Я просто, опять же, буду пояснять, что бы мне хотелось услышать на там middle уровень и выше, что еще можно было сказать. К этому вопросу можно подходить более глобально. То есть говорить, что вообще как бы у нас с точки зрения написания на Flutter мы можем использовать как изолейты, так и асинхронность, но еще мы можем использовать нативные потоки операционной системы. Мы же можем через платформенные каналы запускать нативные потоки операционной системы. Очень часто они работают быстрее, это из опыта могу рассказать. Поэтому здесь нет однозначного подхода. И Dart, да, в контексте просто вот мы запускаем Dart, он реально однопоточный, но в контексте того, как работает сам Flutter, как работает эмбеддер Flutter, там на самом деле под капотом используется несколько потоков. Ну вот как-то так, чтобы ты был в курсе. Дальше. Следующий момент – это про навигацию. Про навигацию можно тоже было чуть больше сказать, в том плане, что у нас есть не только навигатор, у нас есть другие классные библиотеки, например, там Fluoro у нас, который, кстати, возможно, умрет, потому что вышел новый навигатор в Dart, очень удобный. Вот. И он принес много функций, из-за которых часть комьюнити, часть разработчиков использовала Fluoro. Также там можно делать навигацию вообще без навигатора, можно реализовывать все чисто сменой состояния блока. Вот не через listener, как ты сказал, через listener и потом навигатор все равно по итогу используем. А если нам нужно быстрое переключение или там анимацию мы сами хендлим, по идее можно и просто, да, через смену состояния. Даже не обязательно блока, даже можно stateful widget, просто поменяли состояние, переключили экран внутренний. Также следующий момент важный, это ты немножко миксанул, когда рассказывал про архитектуры, немножко миксанул чистую архитектуру с архитектурами представления. Хотелось бы это разделять. То есть правильно на вопрос архитектуры, при ответе на архитектурный вопрос разделять архитектуру представления четко и архитектуру глобального приложения. Архитектура, чистая архитектура, да, или clean architecture, она относится вот к глобальной архитектуре, то, как мы строим все приложение, то есть как у нас модули между собой взаимодействуют, есть ли у нас разделение на слои, как слои между собой взаимодействуют и так далее. А вот блок, stateful widget, там, provider и прочее, это просто архитектура представления, они разные. То есть нельзя сказать, что у нас в приложении чистая архитектура и блок, и типа это как-то взаимосвязано. Это вообще никак не взаимосвязано. Когда мы выбираем архитектуру, мы выбираем там в первую очередь глобальную сначала архитектуру, то есть понимаем, насколько у нас приложение большое, будем ли мы делать чистую архитектуру сильно многомодульную, насколько мы слоев будем дробить, а потом мы уже выбираем в зависимости от того, кому чего удобно, какую-то архитектуру представления. И еще важный момент, когда вот я спрашиваю про архитектуру или тебе задают вопрос, в принципе, про архитектуру, не нужно как-то отвечать однозначно. Здесь нет однозначного ответа. Важно уточнить доменную область, уточнить кейс.
Вот ты, в принципе, сказал, разграничил то, что есть простые приложения, можно stateful widget, есть посложнее приложения, можно посложнее архитектуру взять. Но ты же не знаешь кейса, лучше задать вопрос, а что у вас за приложение? А будет ли там реал-тайм сообщение? Будет ли там, сколько разработчиков в команде? Насколько нужно насколько нужно гибкую архитектуру закладывать? Сколько будет приложение разрабатываться, когда релиз, какая цель? У нас цель завтра выпустить приложение, там, через неделю, или у нас есть время, и нужно хорошенько проработать архитектуру, чтобы потом быстро выкатывать релизы. То есть вот такими вещами лучше поинтересоваться, не стесняйся задавать вопросы. Вектор-то правильный задал, то, что есть у нас разные кейсы, но чтобы более четко определить архитектуру, не стесняйся задавать вопросы. И последнее, это такая клеварная тема, блок-кьюбит. В чем кейс, в чем разница, когда что нужно применять. Простое правило такое. Всегда применяем кьюбит, за исключением кейса, когда нам необходима последовательная обработка событий. То есть, когда нам необходимо, чтобы на одно событие сначала вернулся стейт, а потом обрабатывалось следующее событие, мы применяем блок, потому что блок – это хендлит. Там, допустим, мы нажимаем на кнопку, идет запрос в сеть, потом мы еще раз на кнопку нажимаем, чтобы в этот момент не пошел запрос в сеть и не вернулось состояние второе раньше, чем первое, когда нам нужна вот эта последовательность. Нам это позволит сделать блок. Qubit, он это будет делать параллельно, он не следит за последовательностью того, как состояния, которые возвращаются, соответствует ивентам. Вот. Это все, что я заметил из таких, можно сказать, недочетов. Что мне понравилось реально? Понравилось классно, как я уже сказал, ты рассказываешь про процессы, про свой опыт, про работу, уровень, да, понятно, у тебя джуниор, я бы сказал, крепкий уровень. Джуниор. Дальше важный момент тоже, который меня приятно удивил, это то, как ты рассказываешь, то, как ты разговариваешь, как преподносишь информацию. Это очень классно звучит. У тебя офигенный soft skill объяснять красиво, кратко, без лишней воды, без каких-то слов-паразитов, отлично построенная речь. То есть у тебя большой потенциал для роста, там, тим-лида, где у тебя будут много джунов, мидлов подчинений, и ты сможешь там на митингах какие-то сложные вещи объяснять простым языком, и тебе будет приятно слушать. Поэтому мне было приятно тебя слушать. Наш вердикт, мы тебя берем в нашу компанию, нужно в конце сказать, берем ли мы тебя. Наверное, все. Свят, у меня, в принципе, все. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то вопросы, комментарии к нашей компании, к интервью? В целом, спасибо большое за интервью. Очень приятно было пообщаться. Правда, спасибо за фидбэк. Вопросик есть один. Мне интересно было бы развиваться в будущем на других проектах. Не в том плане, что это плохое, а в том плане, что в целом очень интересно пробовать разные проекты. Вот. Хотел бы узнать, а какие еще есть проекты, на которых можно поработать в вашей компании, и сколько большое разнообразие в целом? Окей, спасибо за вопрос. По проектам никогда не было у нас дефицита в плане разнообразия. Разнообразие у нас есть. Проекты вообще абсолютно разные. В основном это приложения средних компаний и стартапов, которые выходят на западные рынки. То есть это Европа, это Канада, это США в основном, да, все, что находится на Западе. Это различные сферы, я даже сейчас все не перечислю, наверное, это финансовые технологии, это, я не знаю, delivery, это логистика, это какие-то даже соцсети небольшие, там, я не знаю, новые ТикТоки и так далее. Много чего разрабатывают. Health, очень много проектов связано со здоровьем различным прям. И это и простые фитнес-приложения, и какие-то специфик штуки, там, например, для людей, которые восстанавливаются после какой-то травмы и так далее. Вот и такие проекты есть. Поэтому разнообразие есть огромное. Я думаю, проблем с этим нет, и проблем даже с переходами между проектами тоже нет. Будет интересно. Классно, спасибо большое, было интересно. Нашего сегодняшнего будем собесить разработчика, будем собесить джуна, так?